Приветствую вас! Об этом мало кто знал, но наряду со знаменитыми венгерскими Икарусами 250 серии в Советском Союзе трудились автобусы и другой, в то время дружественной страны – Болгарии. И именовались эти вполне комфортабельные автобусы «Чавдар». Завод «Чавдар», находящийся в Ботевграде, был создан еще в далеком 1924 году прошлого века одаренным мастером Рачо Джамбовым, и первоначально занимались слесарно-тележными работами. Но уже расширив количество сотрудников с 4 до 15, в этом же 1924 году они изготовили первый автобусный кузов. И хоть эта маленькая мастерская выпускала всего 2 автобуса в месяц, на их надежность обратил внимание Леон Ария, тогдашний официальный импортер Мерседес Болгарии. И вплоть до Второй мировой войны мастерская получала от него заказ на производство кузовов. После нескольких лет простоя из-за войны, 1 мая 1948 года, мастерская выпустила свой первый послевоенный автобус на базе шасси Шкода РТО, и который осенью этого же года был показан на Пловдивской ярмарке, что позволило уже расширить производство до 5 штук в месяц. Но самым знаменательным для Чавдар стал 1955 год, когда к кузовной мастерской присоединился сын Рачо Джамбова, Василь Джамбов. Именно им организованная дальнейшая реорганизация производства поспособствовала производительности труда до 150%. И уже с середины 1950-х годов завод «Чавдар» стал единственным предприятием по производству автобусов в Болгарии, который специализировался на сборке автобусов на шасси «Шкода», ЗИС-150 и ГАЗ-51. В цехах завода было собрано множество автобусов различного предназначения. От туристического, такой как «Чавдар Туту», который отличался высоким уровнем комфорта, панорамным стеклом, креслами с переменными уклонами, до серийных моделей, предназначенных для городского и междугороднего сообщения М65 и М66 с пневматическим открыванием дверей. Также на заводе, кроме автобусов, до 1964 года выпускались машины для пищевой промышленности и холодильники. С 1968 года на предприятии были проведены работы совместно с Софийским научно-исследовательским и проектно-конструкторским институтом по двигателям и автомобилям по созданию 11-метровых бескапотных городских автобусов на шкодовском шасси М80 на 25 пассажиромест и 37-местного М81. Их, дизайнером которого являлся инженер Борис Очков, завод мог выпускать до 500 штук в год. Дальнейшему росту производства и выходу на новый уровень с 1977 года способствовала совместная работа с западно-германской компанией Кэсбора, контракт с которой включал в себя разработку документации и поставку технологического оборудования для создания на базе Кэсбора Рсетра 100 серии 31-местного городского Чавдар 11Г5 и 44-местного междугороднего 11М3, шасси которых, как и двигатель с его передним расположением, взяты были от Шкоды 706 РТО. На их базе также завод выпускал множество модификаций для различного использования, такие как передвижной книжный магазин, стоматологический кабинет, флюорограф и так далее. Но самым известным автобусом завода стала модель 11М4. Междугородные автобусы этой серии в 70-80-е годы получили мировое распространение не только в самой Болгарии, но и во всех странах СЭФ. Поставляли кроме Советского Союза в Северную Корею, Афганистан, Грецию, Никарагуа и другие страны. На международной выставке в Дубровнике в Югославии занял почетное 3-е место. А в 1978 году, после международных выставок в Пловдиве и Брно, вернулся домой с золотыми медалями. Новая модель, созданная на базе Сетра С150, относилась к категории 11-метровых автобусов и построена на несущем кузове, что позволяло облегчить конструкцию и разместить багажный отсек под пассажирским салоном. Силовым агрегатом служил венгерский дизельный 4-тактный 6-цилиндровый двигатель Рабаман D2156HM6 мощностью 215 лошадиных сил, способный разогнать автобус до 115 км в час. Также данный автобус мог комплектоваться другим двигателем, чешским ЛиАЗ,
В паре с двигателем работала пятиступенчатая механическая коробка передач. Крутящий момент двигателя в 1400 оборотов в минуту передавался на задние ведущие колеса, которые имели зависимую с пневматическими амортизаторами подвеску. Независимая амортизационная подвеска переднего моста обеспечила максимальную устойчивость и маневренность при движении на большой скорости, способствовала плавному преодолению неровностей дороги. Водитель управлял автобусом при помощи руля с гидроусилителем. В просторном 50-местном салоне могут быть смонтированы различные по типу и различное количество сидений. Для комфорта пассажиров предусмотрена вентиляция салона через люки и комбинированные осветительно-вентиляционные плафоны и раздвижные окна. Система обогрева салона использует автономный дизельный обогревательный агрегат и два боковых теплообменника, подключенных к системе жидкостного охлаждения двигателя. Теплообменник передней части автобуса обдувает ветровое стекло и предотвращает его от запотевания и обледенения. Вход и выход осуществлялся пассажирами через две боковые двухстворчатые двери, раскрывающиеся наружу. Также эта модель выпускалась и для стран с тропическим климатом, как туристический. Для комфорта пассажиров был предусмотрен кондиционер. Кроме этого, были разработаны варианты для использования как выставочные павильоны, передвижные радио- и ТВ-станции, стоматологические кабинеты и другие. Всего модели 11 М4 с 1977 года по 1999 было выпущено 6000 экземпляров. Впоследствии на заводе были собраны впервые в мире полноприводный микроавтобус с турбодизелем 5С1, современные городские автобусы Б1320 и Б1420, а также сочлененный автобус Чавдар-141, произведенный по лицензии австрийской фирмы Steyr. Производство автобусов Чавдар продолжалось вплоть до 1999 года, пока из-за финансовых проблем и череды смены многих собственников министр финансов Болгарии Муравей Радев не объявил о ликвидации завода. И хоть завода уже и давно и нет, но выпущенные им автобусы Чавдар еще можно встретить на дорогах многих городов. А если мой ролик вам понравился и был полезен, не забываем ставить лайк под этим видео. Также приветствуются ваши комментарии. Желаю вам всего хорошего, до новых встреч!